Добрый день, дорогие друзья. Хочу сегодня вам рассказать про диафрагмальное дыхание. То есть много всего говорю, что надо дышать животом. То есть дыхание животом – это как раз и есть дыхание диафрагмы. И постоянно, тем не менее, люди спрашивают, а что такое диафрагмальное дыхание, а как оно делается и так далее, и так далее. Хочу рассказать. Дело в том, что когда мы делаем вдох, наши легкие наполняются воздухом. Да? Соответственно, делается вдох за счет чего? За счет того, что грудная клетка расширяется, увеличивается внутренний объем, и, соответственно, за счет этого уменьшается давление, и воздух входит в легкие. Увеличиваться объем грудной клетки у нас может двумя способами. Способ физиологичный – это вот здесь внизу, между брюшной полостью и грудной клеткой, у нас находится такая куполообразная мышца, диафрагма называется. Когда она напрягается, она укорачивается, соответственно, увеличивает грудную полость в верхне-нижнем направлении. То есть вниз вот так раз, и вот так вот грудная полость увеличивается, становится больше вот в этом направлении. Это вот диафрагмальное нормальное дыхание. Да? Когда мы дышим грудью, поднимается грудная клетка, поднимается она за счет вот этих боковых мышц шеи, которые прикрепляются к ребрам. И, соответственно, когда эти боковые мышцы шеи поднимают ребра, то грудная клетка, то наши ребра вот так стоят, становятся вот так поднимаются ребра, и она расширяется в передне-заднем направлении. Но вот это грудное дыхание, во-первых, оно так расширяется, диафрагма остается, да? А во-вторых, идет напряжение на мышцы шеи. Соответственно, чем больше человек дышит грудью, а не животом, как положено бы, да, тем больше у него напряжение вот этих боковых мышц шеи. А между ними, мы уже с вами говорили, выходят нервы, которые нервируют руку. Соответственно, при напряжении этих мышц возникает часто онемение пальцев у людей, онемение руки. И напряжение же этих мышц приводит к нарушению кровоснабжения среднего уха, что, как правило, может проявляться головокружением каким-то, нарушением статики, и плюс еще может проявляться шумом или звоном в ушах. То есть вот тоже симптоматика такая. А в норме мы должны дышать диафрагмой, то есть диафрагмой. То есть это и есть брюшное дыхание. Почему оно называется брюшным? Потому что когда диафрагма спазмируется, напрягается, она опускается вниз, выдавливая органы брюшной полости сюда вверх. То есть живот начинает выпирать. Потом выдохнули, опять ушел. Вдохнули, опять выпирает. Выдохнули, ушел. Это работа диафрагмы, диафрагмальное или брюшное дыхание. Как оно вообще осуществляется? Да, почему оно пропадает, почему нарушается? Раньше женщины ходили в корсажах, да, помните, зажатый здесь был. Естественно, в корсаже дышать животом просто невозможно. Поэтому и пошла сказка, миф о том, что мужчины дышат животом, а женщины дышат грудью. Это не потому, что это физиологично, а потому что в корсаже просто невозможно дышать животом. Поэтому пошла такая сказка, которая, кстати говоря, до сих пор во многих учебниках для медицинских вузов написано, что мужчины дышат животом, а женщины грудью. Глупость полная. Мы все должны дышать животом. Почему? Потому что именно при брюшном дыхании идет отток жидкости, венозной жидкости и лимфы снизу от ног сюда вверх к сердцу. А если отсутствует брюшное дыхание, то в малом тазу, в брюшной полости возникает отек, нарушение лимфатического оттока. А там находятся у женщин яичники. И все проблемы, с которыми возникают с яичниками, в 95%, наверное, случаев завязаны именно на отсутствие брюшного дыхания, на ненормальную работу яичников, которые создают. Вот как это все устроено. Поэтому дышать животом нужно обязательно всем. Но нарушается брюшное дыхание, помимо того, что я сказал, корсаж, оно нарушается еще при стрессе. Когда мы нервничаем, у нас тоже спазмируется диафрагма, остается вечно в зажатом положении, соответственно, мы не можем дышать животом, мы переходим на аварийный запасной грудной тип дыхания. Как восстановить брюшное дыхание? Во-первых, нужно не само дыхание, не просто взять и подышать животом. Нет, нужно
восстановить рефлекс брюшного дыхания. Чтобы вы не думали, как вы дышите, а на автомате дышали животом, диафрагмой. Вот. А как это делается? Для этого нужно по 10 минут утром и вечером в течение 2 недель дышать животом. Как это делается? Легли на спину. Вот утром проснулись, легли, повернулись на спину. Одну руку положили на пупок, а другую руку положили на грудь. Вот. Рука, которая на груди, контролирует, чтобы здесь движения вообще не было. То есть здесь все неподвижно. Рука, которая на пупке, контролирует, чтобы мы ее выталкиваем вверх на вдохе, вдохнули, вытолкнули руку вверх, 4 секунды задержали, и 1, и 2, и 3, и 4 выдохнули. То есть здесь все движется. А здесь в грудной клетке все неподвижно. Эта рука контролирует, чтобы все было неподвижно. Итак, 10 минут утром и 10 минут вечером. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Здесь я рассказываю об уникальных методах самостоятельного восстановления здоровья. Если вы вот так вот в течение 2 недель 2 раза в день по 10 минут будете дышать животом, то восстанавливается рефлекс брюшного дыхания. Но опять-таки, поскольку я говорю, что нарушается, спазмируется диафрагма тогда, когда мы нервничаем, то как понервничали, опять хотя бы разок восстановить брюшное дыхание, подышать 10 минут животом, чтобы не угасал вот этот самый рефлекс. Вот, дорогие друзья, что такое брюшное дыхание, как его восстановить и как его не потерять. Всего доброго, будьте здоровы.